Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что дождались наш сегодняшний прямой эфир. Чудит что-то YouTube и говорит, что мы должны были встречаться с вами в 18:15. Ну, явно уж что-то он перепутал. 20 часов, среда, традиционное наше время и традиционная встреча с Костем Бондаренко. Костян Петрович, приветствую вас. Добрый вечер. Всем большое спасибо, что лайкаете. Всем большое спасибо за то, что, конечно же, подписывайтесь. Кость Бондаренко, его телеграм-канал и его YouTube-канал в описании к этому видео. Переходите, интересуйтесь, добавляйтесь. В общем, всегда интересно и, как говорится, на злобу дня. Ну и, конечно, традиционно QR-код, который видите на экране, возможность задать вопрос, но так, чтобы его увидели все, прямо на экране. С этих вопросов начнем нашу сессию ответов на вопросы. Сегодня очень много вопросов к вам, Костян Петрович, поэтому я не буду шибко уж долго основную часть проводить. Ну, прям действительно, люди очень тревожатся, и есть совершенно разные поводы для беспокойства. Хотя, конечно, один и самый главный – это продолжение войны. В общем, задавайте свои вопросы заблаговременно в клубе зрителей «Шелест», в сообществе YouTube, и чат трансляции включим в самом конце. Поэтому досмотрите до конца наш сегодняшний эфир. И, естественно, значит, друзья, опрос. Сегодня разошлось видео, где Юрий Луценко предлагает мега-супер классную перспективу для всех украинцев. В общем, уехавшие или прятавшиеся украинцы должны пожизненно платить военный сбор после войны. Выдал он. Согласны вы с этим или нет? Варианты ответов: да, это справедливо. Нет, это нереально. Конечно, сразу после репарации Российской Федерации. Ну и еще один вариант: нет, но будут жать, потому что долги у Украины бешеные. То есть придумают налог на все, включая там на вдох-выдох и все остальное. Как вы отнеслись к этому, ну, такому, не знаю, такой сентенции Луценко? И что думаете по поводу опроса, как бы вы проголосовали? Юрий Витальевич, он же недаром специально голосовали, разрешали ему быть генеральным прокурором без юридического образования. Понимаете? Если бы у него было хоть минимальное понимание того, что такое юриспруденция, что такое верховенство права, что такое законность и что такое демократия, он бы понимал, что подобного рода предложения попадают под статью «дискриминация». Дискриминация по определенному признаку. Вот. В данной ситуации Юрий Витальевич предлагает разделить украинцев на правильных и неправильных. В принципе, в некоторых государствах, даже в некоторых государствах Евросоюза, дискриминация присутствует, существуют граждане и неграждане. Вот. И, соответственно, он не одинок в своих попытках дискриминировать граждан. Но, опять же, а кто сказал, что мы живем в демократическом государстве? То, что у нас написано в Конституции, ну, извините, у нас Конституция на паузе. И мне кажется, что эта пауза похожа больше на какую-то кому Конституции или же уже, скажем так, клиническую смерть Конституции. Но поэтому, знаете, я могу быть категорически против, наши зрители могут быть категорически против, большинство граждан могут быть категорически против подобного постановки вопроса. Но если вдруг завтра Владимир Александрович Зеленский проснется и скажет: а Юра-то прав, вот, я не удивлюсь, что эта идея материализуется. Да, друзья, проголосуйте вы, выберите свой вариант, мы в конце подведем итоги. Давайте начнем с самого важного и самого главного. Кажется, началось, причем по полной. Я имею в виду отключение Украины от света, тепла, ну, потому что газ тоже, газоинфраструктура страдает. Конечно же, удары по ГЭС, ТЭЦ и, ну, вернувшиеся уже графики отключений, скоро, которые будут, наверное, графиками включений электроэнергии. Скажите, это является частью анкориджа? Потому что мы слышим в последнее время вот эти все страхи по поводу Будапешта, кучу заявлений, будем тоже разбираться в этих дипломатических плясках. Но складывается такое впечатление, что сейчас, ну, как это видится? Зеленский кричит: я хочу перемирия, ну, как это, помните, группа какая-то пела, то ли Виагра, то ли кто, а я прошу перемирия, да, вот это такая песня была веселая. А Россия долбит и, получается, отключает Украину и занимается декоммунизацией подстанций и разного рода сооружений.
Это так называемое принуждение к анкориджу. Вот, это один момент. Смотрите, российская сторона, Путин неоднократно говорил, что он не согласится ни на какое перемирие, он не согласится на остановку войны до тех пор, пока не будут согласованы именно параметры мирного соглашения. Вот. Как говорит Путин, вот его аргументация состоит в том, что мы уже один раз пошли на определенные действия со своей стороны, и он называет эти действия, это 2022 год, когда были отведены российские войска от Киева, Харькова, Чернигова, и, соответственно, Украина не выполнила то, что она предлагала, поэтому мы больше не будем обращать внимание на любые предложения, которые не привели именно к устойчивому миру. Тем более, что российская сторона постоянно заявляет о том, что она считает, что если будет определенное перемирие, то Украину за это время накачают оружием, Украина проведет мобилизацию, и, соответственно, через месяц-два нарушит это самое перемирие. Поэтому по этой причине Россия заявляет о том, что она идти на перемирие не будет. Вот, устраивать перемирие не будет. В то же время в Анкоридже были согласованы определенные позиции. Ничего не подписывалось. Понятное дело, что на Анкоридже это было определенное джентльменское соглашение. Был дан определенный вектор развития, скажем так, ситуации, которая сложилась. И в этой связи как раз то, что происходит сейчас, вот эти телефонные созвоны, предполагаемая встреча в Будапеште, все это как бы продолжение анкориджского процесса. Продолжение, это не что-то новое, это именно продолжение. И поэтому Россия считает, что она подталкивает таким образом Украину к определенным действиям. Да, конечно же, что это очень болезненный способ. Да, конечно же, я не могу оправдать в этой ситуации действия, которые ведут к тому, что страдает не столько Зеленский, там, например, или там Ермак, или еще кто-либо. У них все нормально. У них тепло, свет, все есть. Понятное дело. Вот. Страдают просто... Тем более он за границей же. Ну, мы сейчас дальше обсудим. Да, он за границей. Зеленский может в любой момент выехать за границу и может в любой момент там погреться, если ему станет холодно. Граждане Украины лишены такой возможности. Говорить о том, что вот пусть граждане Украины берутся там за оружие и идут свергать Зеленского, но это, мне кажется, что это в принципе нонсенс, и это немножко неправильно. Никто не пойдет свергать, потому что ситуация такова, что в Украине установлены порядки, при которых любое неповиновение будет рассматриваться исключительно как работа на агрессора, работа на внешнего врага. Любые акции протеста, любое неповиновение будет достаточно жестко наказываться и жестко преследоваться. Константин Петрович, ну на самом деле разрушение кошмарное. В каком плане? Мы вот сейчас отдельные регионы отхаркивают, откашливают вот те удары, которые были до этого. А прошлой ночью были еще более массированные удары, и вот эти графики света, которые с завтрашнего дня с 7 утра вводятся, они, понятное дело, ну, всех отправляют в тот 20 какой там 2-3 год, да, когда были вот эти блэкауты, с одной стороны, и дают такой бодрости, что ну тогда же пережили, и сейчас переживем, но с другой стороны ситуация значительно ухудшилась, и во всех как бы позициях. Этот блэкаут, ну, он действительно разрушительный. Я имею в виду что? Я имею в виду то, что ну, это уже не восстановить отдельные позиции. Я не буду утверждать, да, есть большое количество данных о том, что очень многие предприятия, генерирующие мощности, они разрушены и не подлежат восстановлению. Я не могу этого утверждать. Я не могу этого утверждать, поскольку я не являюсь человеком, допущенным к государственной тайне. Я не знаю реальное состояние энергетики Украины, а оно все-таки представляет собой государственную тайну.
вот реально то, что происходит в энергетической отрасли. Я могу только сопоставлять то, что там украинская сторона, российская сторона заявляет. Если читать российские паблики, в Украине уничтожено уже все. Практически. Уже нечему генерировать, только атомные электростанции остались и пару гидроэлектростанций. Если говорить украинских, вот, да, все плохо, но не настолько. Вот, мы сильны как никогда, и, соответственно, невзирая на, вот, как говорил известный юморист, вот, что невзирая на, мы все-таки идем от победы к победе. Вот, поэтому я думаю, что где-то необходимо все-таки отделить реальную ситуацию. Если появляются блэкауты, значит, действительно ситуация непростая. Вот. Второй момент. Если все-таки свет включают, вот, значит, электроэнергия есть генерирующие мощности еще для того, чтобы все-таки подавать. И если не отключают критически важные объекты, это тоже очень важно. Вот, Ну, с теплом хуже дело. Сегодня вышел Гончаренко и говорит, тепла не будет, не ждите, не согреет Зеленский и Свириденко. Да. Я понимаю. А вы знаете, а вы не думаете, что есть еще один? Это моя гипотеза, которую вы можете воспринимать, не воспринимать. Я ее никому не навязываю, но мы ее можем проверить. Вот. Что-то мне кажется, что нам готовят в президенты Украины от дублера Зеленского вот, в виде женщины Юлии Анатольевны Свириденко. О, Господи. Ну вот, вот это... Вот подождите, объясняйте, давайте. Это прямо это интересно. Объясняю. Это моя гипотеза, еще раз скажу, повторюсь. Я могу быть неправ. Вот. Но представьте себе, сейчас весь народ живет в ожидании того, что будет страшный блэкаут, будет суперхолодная зима, все умрут и так далее. Вот. И тут нечеловеческие усилия правительства во главе с Юлией Анатольевной Свириденко. Вот действия правительства, которые не позволят украинцам замерзнуть этой зимой, вот, которая спасет Украину, сделает ее всенародной любимицей. По крайней мере, ее рейтинги к весне могут быть достаточно высокими. И если вдруг российская сторона заарканится и скажет, что не хотим подписывать ничего с Зеленским, даже если Зеленский выиграет выборы. Ну, могут быть такие моменты, когда американцам просто поставят, что на одной чаше весов Зеленский, на другой там целый ряд других соглашений. Вот у Ермака будет запасной вариант. Мы же все чудесно понимаем, кому близка Юлия Свириденко. Мы все чудесно понимаем, что это фактически плоть от плоти вот, в политическом плане Андрей Борисович Ермак. Вот. Ну, точно, но не передавай же власть Залужному, в конце концов. Да. Поэтому я думаю, что в этих страшилках относительно холодной зимы и относительно того, что будет все очень плохо. Да, будет плохо, но вот насколько плохо? Я думаю, что существует еще и определенная пиаровская составляющая. Ну, пока у нас Зеленский никуда не собирается. Хотя вот, вы знаете, есть такая история, что, в общем, многие же писали, рассказывали об унижении Зеленского в Белом доме, в овальном кабинете. А Зеленский, это, кстати, подтверждается со многих источников, и даже там мои личные одно время контакты. Зеленский не терпит тех людей рядом, которые присутствовали при его ну, каком-то унижении или каком-то, ну, вот такой ситуации какой-то нехорошей. Этих людей сразу еще с команды «Квартал 95» как бы под зад. Это рассказывали в свое время, я помню, гримерши, какие-то костюмерши, ну, девчонки, и мальчишки там тоже были. Помним этот скандал, когда Порошенко, помните, одного из ушедших из артистов «Квартала», команды КВН, да, пытался как-то крутануть, он вышел, дал пресс-конференцию, в общем, ну, оказался выше этого. А зря, как показала практика. Ну, в общем, там тоже все нечисто. И вообще у него такая, это модель поведения. То есть, если кто-то присутствует при твоем крахе, позоре, ну, каком-то неприятной ситуации, этого человека убирают. Слушайте, ну, если там было унижение, а рядом там был Ермак,
Ну, тут получается, Не, будет Ермаку можно. что-то. Ермак – это единственный, который… Ермак был свидетелем его взлетов, падений. Ермак был рядом с ним во всех сложных ситуациях. Знаете, Ермак – это вообще мне напоминает героя анекдота. Помните, был такой анекдот, что 1923 год, где-то так вот конец 23 года, в Горках больной Ленин лежит, рядом с ним сидит Надежда Константиновна Крупская, и он говорит: Наденька, вот, говорит, ты во все самые сложные дни, вот, и во время ссылки в Шушинском, и во время эмиграции, и когда нас громили меньшевики, и во время наших там скитаний по Европе, вот, и в дни революции, и в дни гражданской войны, ты всегда была рядом, в самые сложные времена. Она говорит: Тоненька, да, так может это ты мне приносишь несчастье, говорит Ленин. Так вот, приблизительно то же самое может сказать и Зеленский Ермаку. Так что, а что касается вашего замечания относительно того, что он не терпит тех, кто видит его фиаско, неудачи или же унижение, вы знаете, обратите внимание, вот, под удар Зеленского, под раздачу Зеленского попали те, в первую очередь, кто приглашали его на корпоратив. Вот. И закон про деолигархизацию, закон про олигархов касался в первую очередь тех, кто Зеленского раньше рассматривал как комика, кто бросал ему там, значит, пачки денег с барского плеча за выступление. И Зеленский, став президентом, от этого не забыл. Он в первую очередь начал расправляться с теми, кто как раз были его, можно тогда сказать, добродетелями, но которые видели в нем шута. Вы знаете, шут какой-то кровавый получается. Сегодня очень Да. странная история произошла. Я объясню, в чем странность. Нет, это ужас. Ну, давайте сразу расставим точки над «и». Сегодня дрон прилетел в Харькове в детский сад. С этим ошеломляющим заголовком у себя выходит Терехов, говорит: есть дети пострадавшие. В общем, потом немножко позже, Зеленский чуть позже реагирует, тоже пишет, тоже говорит: вот ужас, ужас, кошмар, кошмар. В общем, дети действительно были, их героически вытаскивали из убежища спасатели. Но место какое-то странное. А у нас же как, вот все, ой, все, ударили по детскому саду, вот это все. А потом же приходят кадры, да, там разрушен класс, но какое-то здание нетипичное. У нас же у всех в голове, что такое детский сад? Это отдельная территория, павильоны, там столовая, корпус, ну пищеблок, вот это все. То есть, какой-то детский сад. А это была... ну как, детская комната, которая как бы называлась детским садом. Это такая история практикуется, частный детский сад. Там немного детей, ну там есть буквально в квартирных домах полуофисного предназначения в этой части города, на этой улице. Ну, там какие-то оборудовали что-то, они там занятия проводят, ну, такой досуг, да, или пока там родители на работе, кто-то платит за это деньги еще, ну, понятно, да, кружки всякие по интересам, и там же, может, и питаются, может, еще что-то. Короче, смотрите, место нетипичное для детского сада, на котором адресе уже пробили, посмотрели, там есть ряд фирм, среди которых очень интересные. Ну, потому что это не детский сад, это все вместе, это просто там офисные кабинетики, вот это все. Там бетоном занимается одна фирма, другая фирма так или иначе связана с подрядом, и туда прилетает. Но все бы ничего, но раньше-то не прилетало, а сейчас прилетело ровно в тот момент, когда Зеленский в Швеции подписывает контракт на 150 самолетов. Ровно в тот момент, когда он выдвинулся в Европу через Швецию, он поедет на коалицию желающих, и ровно в тот момент, когда опубличены, и вот сейчас мы с вами говорим, а туда ближе к ночи, по Америке, Рютте приезжает с вот этими 12 пунктами, как бы с Трампом беседовать, уламывать Трампа на перемирие. Все как-то очень совпадает. Цинизм высшей меры. И слава богу, что там дети, у них стресс, но они не пострадали. Да, я понимаю, но понятное дело, что война очень циничная вещь, и в войне тоже страдают дети. Это большая проблема любой войны, что дети, которые являются беззащитными, которые не должны быть участниками войны,
которые не должны этого видеть, они страдают. Страдают психологически, страдают физически, гибнут и так далее. Это первый момент. Второй момент, то, что в ходе современных войн очень часто используются разного рода инсинуации. Я не знаю, что произошло в Харькове. Я абсолютно признаюсь, что я точно так же, как и вы, читаю разные сообщения, информационные сообщения, но когда страдают дети, это шокирует очень много. Вот. Это создает определенную картину, определенное настроение в обществе и прочее. Плюс ко всему, давайте не забывать, что очень многие, я в том числе, говорили о том, что сейчас необходимо ожидать разного рода провокаций. Не обязательно украинской стороны, не обязательно российской стороны, может быть и третья сторона, как мы это неоднократно наблюдали в ходе всех этих действий, начиная с 2014 года, которые будут направлены, эти провокации будут направлены именно на то, чтобы сорвать переговорный процесс, не допустить переговоры. Поэтому, что произошло на самом деле, мы точно не узнаем в ближайшее время, возможно, когда-то узнаем. Что, в принципе, то, что сейчас произошло, оно может интересовать в нескольких ипостасях. Первое. Были жертвы или не было жертв? Пострадавшие есть. Вопрос. Ну, там один погибший, я так понял, по кадрам, это тот, который переходил улицу в этот момент, человек. Вот именно я про детей как раз именно. А детей нет, дети просто стресс, Именно, да. Второй шок. момент, в любой этой ситуации. Второй момент, как это будет воспринято зарубежными игроками. То есть зарубежные игроки могут это поднять на щит, и завтра все первые полосы газет выйдут с соответствующим фотографией, с соответствующим текстом. И третий, как это воспримет Трамп, например. Станет ли это для Трампа поводом для того, чтобы отменить встречу с Путиным? А ее не отменили еще? Ее не отменили. Ее не отменили, она готовится. Есть подтверждения, причем подтверждения как формальные, так и неформальные, официальные, неофициальные. Есть, что просто ее подвинули примерно на неделю. Вы знаете, я прошу прощения, но опять-таки говорят определенные люди, которые по долгу службы занимают не руководящие, а просто медицинский персонал, Ахмадета, помните? Шокирующий прилет ракеты, который там разрисовали в мерч, который, вы помните эти эпизоды, сборы, конечно. Там все были в шоке, ракета по детям, а там же больные дети и так далее. Есть люди, которые уехали уже из страны и немножко рассказывают о том, что все было не слишком так. Нет, российская ракета была, все было нормально, но все четко знали заранее, все очень было спланировано. Там спустились, все заранее предупредили, всех там поотменяли, все какие-то такие процедурные моменты, потому что те, кто надо, знали и готовились, и это было, давайте так, чтобы не сильно там обвинять, с элементами режиссуры. И то, что было потом, и то, что было вот непосредственно в момент вот этого удара и налета. И сейчас такое какое-то дежавю. Я просто хочу, смотрите, понятно, что мы не знаем, это все версии, мы не можем утверждать, мы никого не хотим обидеть этим, да, тех людей, которые там, пострадали или каким-то образом, вот говоря вот это. Но тут важен другой момент. Это время и цена. То есть, неужели сейчас настолько такое какое-то опасное, важное с точки зрения помощи, с точки зрения партнеров, неужели такой важный визит Зеленского в Швецию, что сейчас очень надо стрелять по детям? Очень важный, потому что Зеленский едет на определенные мероприятия, где собираются люди, которые против встречи Трампа и Путина, против продолжения анкоридского процесса, которые пытаются переубедить Трампа, чтобы тот перешел снова на сторону добра, зла. Вот. То есть в данной ситуации это вопрос как раз достаточно принципиальный. Сейчас решается судьба того, будет ли продолжаться анкоридский процесс или не будет продолжаться. И в этой ситуации возможны любые провокации, любые действия и так далее.
Да, харьковским городским властям тут, понятное дело, честь и хвала, они делают свое, что они должны делать. Терехов человек на месте, там, и, соответственно, в данной ситуации он сделал все для того, чтобы было, чтобы минимизировать последствия. Понятное дело, что не он, там, он не причастен к тому, что там происходило. Но то, что есть определенные режиссеры, наверное, подобного рода, где они находятся, я не знаю. По какую сторону, где они, одна сторона, вторая, третья сторона. Вот. Но кто-то все-таки это исполнил. Ну да, таких совпадений не бывает. А, Конечно. Швеция. Слушайте, а я вот так вот, если так немножко сбавить градус нашей беседы, ну это, слушайте, наши украинские союзники, это прям какая-то шведская семья. Да. Слушайте, они там вот это друг с другом, вот это все так интересно, так вот это все, ножки, ручки торчат, они то с друг с другом. Пока до Украины очередь дойдет, так сказать, чтобы приятно сделать, это что-то, это еще как бы потерпеть надо. Слушайте, и вот так вот все, и так много их, и вот это они такие все развеселые. Зеленский выходит, говорит, 150 самолетов, 100 в 26-м году, Гриппинов. Выходит этот Кристенсен, ну, премьер Швеции, говорит, да, через 3 года. Да? Ну так отлично. Так, знаете, так что обещанного сколько там ждут? Смотрите, вообще само понятие шведская семья, оно же появилось не потому, что шведы какие-то там супер развратные или любят свинки или еще что-то. Вот. В целом, скажем, это уровень аномалий не выше, чем в любой другой стране. Вот. Но в 50-е, 60-е годы в Швеции очень сильно подскочили цены на жилье. Очень сильно. И молодые семьи для того, чтобы получить квартиру фактически, они собирались, несколько молодых семей, в складчину просто брали квартиру, снимали квартиру, вот, потому что было иначе дорого. Вот. И это было абсолютной нормой, когда они селились по несколько семей. Вот. Ну, в Советском Союзе это высмеивали, говорили, вот видите, у нас Хрущев каждому дал там по квартире, там, в коммунальных, из коммуналок переселил, значит, в отдельные квартиры всех хрущевки, так называемые. А вот, видите, вот в Швеции с их хваленным там, значит, шведским социализмом. Вот такая вот ситуация. И тогда вот это выражение «шведская семья» стало достаточно распространенным как символ как раз именно какого-то такого изысканного разврата. Скажем. Вот. Так вот, в данной ситуации шведы тоже понимают, вот то, что происходит в Европе, это шведская семья, потому что каждая из стран, которые вот решили помогать Украине, они понимают, что в одиночку дорого. Отсюда и коалиция желающих. Коалиция желающих, да, очень похожа на шведскую семью. Значит, Константин Петрович, во время вот этого всего там подписания, всей этой процессии, выходит Зеленский и делает ряд заявлений. Давайте некоторые из них обсудим. Мы готовы к дипломатии, но не при условии, что мы должны откуда-то уходить, даря агрессору свои территории. Ну, сегодня Зеленский был в настроении. Он обычно эти все мантры про мир или перемирие, или там дипломатию по линии разграничения говорил в более удрученном виде. Сегодня он же подписал же важный документ некий. То есть мы понимаем, это на 3 года еще Зеленский еще с нами. Мы понимаем, почему он так весел. Его хорошо приняли в Швеции. Но погодите, это ведь очень важно. Когда Зеленский говорит, что не бойтесь Россию в вопросе замороженных активов, вы сильнее. Это примерно равнозначное заявление с предыдущим, не находите? Я понимаю, но дело в том, что в Европе вот чудесно умеют просчитывать риски, и не выделяют Украине не потому деньги российские, что из вредности, там, например, или потому что вот самим надо, или еще почему-то, а по той причине, что если Украине будут переданы российские средства, вот, замороженные российские средства, это сразу же Европа расписывается в том, что она является ненадежным партнером для других государств, в частности, арабских государств, Китая и других, которые на следующий же день потребуют, скажут, давайте, вот, поскольку мы вам больше не доверяем,
Вот. Давайте мы заберем свои деньги у вас и переведем их куда-нибудь в более безопасное место. Это в Европе чудесно понимают. Европа неоднократно об этом предупреждена. И когда Зеленский приезжает и говорит, так дайте нам российские деньги, ему говорят, нет, подождите, это на самом деле у нас есть вот такие обязательства. Мы не можем их нарушить, потому что это создает определенные прецеденты. И раз эти прецеденты будут созданы, то, соответственно, мы не сможем дальше ручаться за те или иные последствия, которые ударят серьезно по Европе. Так что Зеленский может сколько угодно об этом говорить, у Европы есть своя позиция. Вот эти 160 миллиардов, там 140, 160, они там по-разному считаются, называются, которые там предлагается взять и выделить Украине. Рейтерс пишет фантастический материал, вот буквально перед нашим эфиром, говорит, что Украина требует автономности распоряжения этими деньгами. Ну, то есть хочет сама распоряжаться. А то получается там какая история? Проценты вроде как накапали на российские активы, они там делают по-хитрому, конечно, это все обставляют своеобразным образом, потому что проценты, по сути, это тоже российские деньги. Но они там говорят, мы там налог ведем 95%, мы там еще там что-то. И, в общем, выделяют Украине. Но они же тоже выделяют, ну, они не дураки, европейцы. Они говорят, ага, покупайте европейские снаряды, европейские там еще всякие штуки, там все на свете европейское покупайте, вот вам деньги. А те говорят, не-не-не, подожди, мы у Трампа хотим ПВО купить, мы хотим Трампа втянуть, замазать, разрешите нам самостоятельно. Плюс, ну, Эль Паис разорвал вчера публикации, что если вот это будет волокита и вот этих конкретно денег не будет, Украина будет, внимание, существовать до 26 года, апреля месяца. Ну, это где-то соотносится с тем, что Зеленский буквально перед своим отлетом из Украины сказал на совещании, в том числе с силовиками, вот, о том, что Украина, даже вот если нас будут заставлять уйти с Донбасса, мы никуда не уйдем, даже если весь мир будет против нас, мы будем воевать дальше, и у нас есть возможности продержаться чуть ли не до весны, вот, и так далее. Так что, ну, хотя Запад посылает совершенно другие сигналы. Так дадут деньги? Непонятно. Вот, посмотрим еще, как завтра будет Зеленский выступать, насколько он будет убедительным. Вот, но пока что ничто не предвещает именно то, что Украина может получить. Ну, это, знаете, Мелани, вот она тоже. Одна пресса. У нее другая, да. У нее другая совершенно игра. Мелани решила играть с Соединенными Штатами отдельно от всего Европейского Союза. Вот, и пытается сейчас как бы играть не в коллективном каком-то режиме, а напрямую с Трампом договариваться о том, что давайте мы будем у вас там покупать, а потом перепродавать Украине там определенные средства. Зарабатывать, будем с такими словами. На фронте кисло, Константин Петрович. Это понятное дело. Это понятное дело, но это не новость. На самом деле на фронте, то, что происходит на фронте, это постоянно существуют проблемы на фронтах. Другое дело, что все прогнозы о том, что сейчас все посыпется, что сейчас фронт обвалится, что сейчас вот-вот все побегут, они, ну, их слышно уже на протяжении последних 2-2,5 лет, и все-таки оборона держится. Да, сдаются там один за другим населенные пункты, медленно, но все-таки Украина держит. Это признают сами российские военные. Нет, смотрите, держит, не держит, тут же важен вот момент. Мы сейчас приблизились к тому моменту, и сейчас давайте обсудим Будапешт, потому что это вот очень важно. Вот эта неделя, да, там, подготовка встречи. Сиярто сейчас Орбан рассказал, он в Вашингтоне договаривается. Лавров и Рубио на созвоне говорят, хорошо говорим, ну, то есть отлично. То есть
у меня складывается впечатление, если отбросить вот эту шелуху всю, пропагандистскую или там отношение там, к Лаврову, к Рубио, к Орбану, то, о чем пишут, то они о чем-то конкретном договариваются. То есть это конкретное созреет, согласуется, приедет Трамп и Путин в Будапешт, его подпишут, или, ну, там, заявление совместно. Это разные формы дипломатические. Опять-таки, я прошу не цепляться. Да? Меморандум, заявление, совместное коммюнике. То есть там много всяких есть моментов, но это будет Трамп и Путин. А Европа вместе с Украиной, да, они пойдут ко дну в дипломатически-политическом смысле. Вот именно поэтому я и говорю о том, что Европа, которая не хочет понять, что решение будет приниматься без них, пытается сегодня выступать в роли третьей силы. В частности, не только страны Евросоюза, но и Великобритания, вот, которые пытаются показать, что они тоже игроки, что они тоже могут влиять на ситуацию, тоже могут каким-то образом помешать, например, самой встрече. Вот, именно поэтому вот эта третья сила пытается не только как-то дестабилизировать ситуацию или же сорвать переговоры, но и начинают там запускать целый ряд фейковых новостей относительно того, что все, Трамп отказался от встречи, Путина убьют, если он прилетит и так далее. То есть все эти моменты – это специальное нагнетание ситуации для того, чтобы встреча была максимально усложнена. Как вам думается, вот то, что сейчас Россия декларирует, и с российской точки зрения, опять-таки, я предлагаю сравнить слова и действия. Значит, сегодня стало известно, что Россия провела ядерное учение. Запустили Ярс, запустили Синеву, и у нас же теперь по Украине же били орешником, поэтому все очень так судорожно смотрят, что Капустин-Яр с сегодняшнего дня до конца октября но там это типа запрет на полеты, в общем, будут пускать. Мы не понимаем, что они будут пускать. Они могут пускать как в сторону Украины, как было когда-то по Днепру, так и, например, на Камчатку, как вот сегодня объявили. Потому что. Предыдущие учения, это был запуск именно, если не ошибаюсь, с Новой Земли или с Капустиного Яра, я не помню, но в сторону Камчатки. Получается очень интересная история. Я просто вижу, и вы тоже, наверное, наблюдаете. Со стороны, конечно, но тоже очень интересно иногда бывает. Вы же помните этот тезис? Путин, да у него там сгнило все ядерное оружие. Да в России уже ничего не осталось. Да ну успокойтесь. А что ты, проведи учения, Путин. У нас дня не проходит без того, чтобы какой-либо эксперт не заявил о том, что все, российский ядерный потенциал – это блеф. Нету никакого ядерного оружия, оно все поржавело, оно все уже там, плутоний и уран уже распался весь, хотя бы поинтересовались периодом полураспада, вот, и прочие моменты, то есть ничего у них нету, у них только вот такие болванки стоят, они просто пугают болванками. Или же начинают там говорить о том, что Путин блефует относительно показателей экономики, или же о том, что у Путина нет такого количества мобилизационного ресурса, о котором он говорит. То есть постоянно у нас появляются эти эксперты. Я уже не говорю о том, что у нас появляется большое количество журналистов, политологов и прочих, которые там пишут каждый день такие яркие заставки, что все, в Москве паника, москвичи бегут из города, Кремль уничтожен, Путин убит, значит, и так далее. Все военное руководство тоже уничтожено. То есть это все постоянно наводняет украинские средства массовой информации, создавая определенные фейк-ньюс, создавая определенную фейковую такую ситуацию и сводя с ума значительное количество людей. Потому что большое количество людей заходят на определенные ресурсы, они не заходят дальше, чем только вот эти вот плашки. Они читают вот то, что создается для кликбейта, вот, условно, и они верят иногда в какие-то абсолютно параллельную виртуальную реальность. Константин Петрович, это ведь тоже сделано под Будапешт?
ядерные испытания. Нет, тут данная ситуация, смотрите, переговорный процесс между Россией и Соединенными Штатами не касается только Украины. Украина является одним из элементов переговоров. Потому что если говорить про Анкоридж, там в первую очередь о сближении позиций России и Соединенных Штатов, в том числе в экономической, логистической, энергетической и прочих сферах. Украина является одним из элементов, которые рассматриваются, одним из элементов, которые мешают этому сближению. Вот. Украинский вопрос надо решить, потому что без решения украинского вопроса не заработают совместные проекты, которые сегодня стоят на кону, которые оцениваются в триллионы долларов. Вот эти Хорошо, проекты. давайте... Но что касается вот еще один аспект, который, кроме экономики, есть еще и сфера безопасности, международной безопасности. Вот. То есть договор о нераспространении ядерного оружия, договор о контроле над ядерным вооружением и прочее, которые уже утратили свою силу, а некоторые вот в феврале последний договор из этой серии теряет силу. И, соответственно, в данной ситуации Россия просто показывает, что вы, Соединенные Штаты, можете и дальше игнорировать то, что назрел вопрос контроля, взаимного контроля, подписания новых документов, подписания целого пакета документов о том, что рассматривалось еще до войны, о стратегической стабильности, так называемой. Вы можете посмотреть, что у нас, куда пошла наша техника. Вот смотрите, военная техника, наши ракеты, вот смотрите, наши ярсы, наши орешники. Вот что они собой представляют. Да, конечно, Трамп там говорит о том, что я 4 года назад, вот при мне разработано такое оружие, что никто даже не представляет, что это за оружие. Вот на прошлой неделе он сказал. Но пока что это только обмен картинками. Вот, смотрите, по поводу безопасности здесь же очень важный момент. Россия, кроме того, что там, как бы подергала за гашетку Ярса, Синевы, да, там, Сту, крылатые ракеты запустила, она сделала очень интересный ход. Очень интересный. И вообще сейчас эта картина, она абсолютно меняется. Ведь как это выглядит? Такой здоровяк огромный, Российская Федерация, хлюпик куда-то вешает. Хлюпик не сдается, как неваляшка. Был такой фильм про боксера, он там и так, и сяк, но его все, он стоит, пытается выстоять все равно под этими ударами. И наносит удары куда? Куда может дотянуться. И, в общем, НПЗ, которые поражаются, заводы разного толка на территории России дронами, это вроде как такая вот история, да. Понятно, что на передовую это не сыграет никакой такой большой роли. Понятно, что на фронте это как бы не отобразится. Удары по украинскому тылу больше отобразятся на фронте. Это признают все. По логистике, по железной дороге, по газу, да даже по свету, по тому же. Тут очень важный момент, Константин Петрович. Значит, внимание, два момента. Момент первый. Россия сегодня объявляет о том, что резервисты будут привлечены на защиту объектов. Я так понимаю, мобильные группы огневые, там всякие там разные приспособы уже объявили о том, что будут вешать такие дирижабли, условно завод, да, по периметру 4 дирижабля с натянутыми сетками, и вот дрон как бы туда не долетает, на территорию. Или там не 4, больше их, понятное дело. Имеется в виду, что вот такие вещи. Плюс людей подтягивают с условием, что ты резервист, тебя призывают служить здесь, на территории своей области, своего района, вот так, на важных предприятиях. Но, казалось бы, только об этом объявили, а у нас уже идет опаснейшая череда подрывов в Румынии, в Венгрии. Вот сегодня только что во время нашего эфира пришли кадры из Братиславы, нефтеперерабатывающих заводов на российской нефти, но на территории Европы. Константин Петрович, по-моему, это как раз-таки вот тот уровень провокации, когда пора европейцам задуматься, с кем они имеют дело. Я думаю, что вопрос будет поднят рано или поздно. И
если сегодня только несколько государств Европейского Союза относятся к Украине, скажем так, как считает Зеленский, предвзято, вот, то завтра количество подобного рода государств увеличится. Вот. Все-таки, знаете, завтра, что называется, сильные мира сего помирятся между собой. И повторится та ситуация, которая уже была с северными потоками. Когда понятное дело, что либо британские, либо американские спецслужбы взорвали северные потоки, а потом перевели стрелки и сказали, это украинцы. Вот украинцы сели на яхту, там, нырнули с аквалангом там, и взорвали. Вот. Так что то же самое будет и сейчас, я думаю. Как только будет некое примирение, украинцы сделают крайним в этом процессе. Если продолжить в ключе того, что происходит с украинцами внутри Украины, я бы хотел с вами обсудить очень важную тему. Это тема донатов. Скандал. Скандалище просто. Значит, со скринами распространили. Есть такой ресурс Униан. Ну, это такие, они вот именно такие, на острие украинской пропаганды, они такие, они молодцы. Они Когда-то там принадлежали Игорю Валерьевичу Коломойскому, я не знаю, как сейчас. Ну, когда-то да, сейчас непонятно. Ну, это вот ТСН Вражая, Униан, это была одна группа. Сейчас там, наверное, после того, как Коломойский, опять-таки, был же Ткаченко, министр культуры, да. Ну, сложно сейчас конкретно в эту минуту судить о собственности, но неважно. Значит, военный написал, я так понимаю, в телеграм-канал Униан и говорит, здрасте, мы там такие-то, такие-то, такая-то бригада. В общем, наше подразделение очень хочет к вам обратиться, нам очень нужна помощь, сбор на дрон. Они ему отвечают, здрасте, все нередакционные посты по сборам – это коммерция. Он говорит, не понял. Он говорит, посты, которые не от нас, это за деньги. Непонятливый. А сколько стоит поставить пост на дроны ЗСУ? Говорит, для таких стоимость 20 тысяч гривен. 20-очку заплати, и вот нормально на Униан разместись. Пост в Телеграм имеется в виду. Он говорит, мы как бы простые солдаты, мы, в общем, извините, мы не какие-нибудь там, не фонды какие-то, которые работают и крутят эти деньги. Вы знаете, чем дальше, тем больше вот этого всего дерьма проявляется. Скажите, как вы думаете, вот когда наступит тот критический момент, когда все узнают правду и подноготную того, как воюется, того, как пиарятся, раскручивается, чтобы народ, прозрел, отрезвел и подумал, смотрите, оно же как, Зеленский, получается, вместо нас думает. А то теперь, о чем там пытается думать Зеленский, народ понял, решил, и закончил войну. Понимаете, любая война проходит через несколько стадий. Вот. Первая стадия – это всенародное, скажем так, возмущение, и люди идут добровольно защищать Родину, бороться с несправедливостью, защищать свою землю и так далее. Далее происходит определенное разочарование, а далее становится очевидно, что для части людей, особенно облеченных властью, или которые имеют какое-то отношение к официальным или полуофициальным средствам массовой информации, к тендерам в той или иной области и так далее, война превращается в бизнес. Вот это самый гадкий период войны. И, соответственно, именно про такой период войны герой Эмира Кустурицы в фильме «Жизнь как чудо» когда-то сказал, это не моя война, не твоя война, это война подонков. Вот в данной ситуации, именно имея в виду именно такую составляющую. Составляющую именно, когда война превращается в бизнес. С точки зрения тоже, определенных людей, да, потом можно сказать, что это какой-то случайный человек, не понял, что он просто его посадили, он решил
действуя, что это человеческий фактор, что он не совсем понял, с кем он имеет дело. Вот, всегда можно свалить на какого-то исполнителя. Но это маленький человек, который просто представляет собой, вот его действия представляют собой целую картину того, что происходит в целом в стране. А в разных других сферах разве этого нет? Когда определенные прайсы, определенные цифры, определенные ценники определяют отношение к тому или иному человеку. Человека Константин могут Петрович, мобилизовать, могут не мобилизовать, если он заплатит. Человека могут выпустить, если он заплатит большую сумму, или не выпустить и так далее. То есть все же это существует. Всему есть своя цена сейчас. Даже объявлению о сборе средств. Это точно. Ну вот смотрите, тут же другой момент меня очень и очень триггерит, как что. Сейчас вот это вот параллельно с тем, как народ прозревает и просачивается эта вся правда, параллельно окукливаются и вот эти клише, которые становятся аксиомой. Аксиомой. Да. И ее подают как аксиому. Всякие там Янины Соколовы, там Портниковы, там еще там разные товарищи. Например, ну вот я буквально 3 тезиса. Первый. Значит, никакого мирного договора быть не может, пока существует Россия, она всегда будет проявлять агрессию к Украине. Второй. Если ты не хочешь и тебе не нравится бусификация, как бьют в лицо кулаком женщину, которая там пытается толкаться, как там тебя буцают, убивают, доживешь, не доживешь до учебки, вообще непонятно, то ты не серчай. Ты вот посмотри, кадыровцы как придут, да, как, вот что они с тобой сделают. Поэтому это нормально, это меньшее зло. Хотя вот сегодняшняя история, вот эта, она же возымела продолжение, а там, оказывается, русский нацпол, Калаврат. Лёшка зовут вообще, а он говорит, я Калаврат. Нацик российский. Примчался в 2014 году в Азове, и в 3-й штурмовой вот это он участвовал, комментировал, там суды над азовцами в Тернополе прошли, которые там издевались. И он говорит, вот, командиры просили, отпустили бы их на фронт, а они издевались, вымогали деньги, вот это вот все, типа привлекли их к пусификации. Так это получается русский нацист в Азове приехал в Тернополь, так сказать, вообще просто все перемешалось, понимаете? Мало того, что 3-я штурмовая, во-вторых, еще вот эти. Испанская грусть, да. Да, так вот. Что касается, знаете, этих моментов, да, у нас сейчас 2 варианта, которые предоставляют людям. Первый – Бандера прийде, порядок наведе, другий – Кадыров прийде, порядок наведе. То есть выбирайте, условно говоря. Вот. И как-то выбор невелик. Знаете, что, ну, вот, 3-го не дано. Вот такое поставили перед таким выбором. Вот. Что касается подобного рода заявлений, когда те или иные там, блогеры, там, журналисты, там, лидеры общественных мнений делают подобного рода заявления, надо понимать, что они являются инструментарием именно вот этой пропагандистской машины сегодня. Они являются частью партии войны, которая сегодня находится при власти. Они могут исповедовать любые ценности политические, там, скажем, вне этого. Они могут любить Зеленского, любить Порошенко, любить Тимошенко, любить еще кого-то. Но все это проявление одного явления – партии войны. Вот. Все это одно и то же. Они могут там Порошенко и Зеленский могут ненавидеть друг друга, но при этом они выступают сегодня единым фронтом. Вот, и это необходимо осознать. Пока у нас не появится партия мира, пока она не сможет кристаллизоваться, не сможет у нас проявиться, а это, к сожалению, сейчас мы ее не видим пока что, вот именно в активном состоянии. До тех пор мы будем обречены именно вот на эту дилемму. Либо Бандера, либо Кадыров, как нам будут подавать наши пропагандисты. Ой, я тут не хочу продолжать развивать эту мысль, знаете, чтобы не быть неправильно понятым многими, да, особенно вот по поводу этой истории с 3-й штурмовой. А вы знаете, на самом деле история с 3-й штурмовой кому-то очень не хочется, знаете, беспредел по всей стране. Беспредел по всей стране. Я никого не выгораживаю, но мне кажется, что кому-то очень
хочется сейчас тоже как-то дискредитировать некоторого гражданина, скажем так. Слишком у него вот начал рейтинг расти. Вот, ну, посмотрите, у Белецкого рейтинги вдруг на голом месте вдруг вырвались вперед. У Белецкого, у Прокопенко рейтинг. Вот. Кого-то это уже немножко насторожило. Решили, что давайте их собьем. Беспредела не станет меньше. Беспредел будет продолжаться. Но вот эту картинку будут показывать сейчас. Именно как только кто-то вспомнит про Белецкого, скажет, так это же третья штурмовая. А третья штурмовая – это вот Тернополь. Смотрите. Вы скажите, ТЦК легче будет работать теперь возле пунктов несокрушимости? А ТЦК, ну, вы же понимаете, что если создаются пункты несокрушимости, если туда заходят люди, соответственно, ну, это же, знаете, это ловля рыбы не удочкой, а сеть. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса и перейдем к вопросам вашим. Их очень много. Спасибо, кстати, большое. Сандра Ян спонсорство дарит в подарок. То есть можно разобрать и стать спонсором канала. Как бы оплатит Сандра. Спасибо большое за то, что поддерживаете. Очень благодарю за то, что пользуетесь суперчатами, суперстикерами и вообще в принципе, да, что не безразличны. Но самое главное, самое простое, это поставьте лайк, пожалуйста, да, и напишите хороший, добрый комментарий. Ну или не очень хороший, не очень добрый. Какой есть. Уехавшие или прятавшиеся украинцы должны пожизненно платить военный сбор после войны. Согласны? И вот такие итоги. 10% да, это справедливо. 19% конечно, сразу после репарации Российской Федерации. 22% нет, но будут жать. Долги у страны бешеные, поэтому придумают еще и не такое. Ну и 50% нет, это нереально. Ну просто невозможно. Это такая какая-то ерунда какая-то непонятная, понимаете. Вот такие итоги нашего сегодняшнего вопроса. Что скажете? Ну что, то, с чего мы начинали фактически. Вот, я тоже говорил о том, что на самом деле это дискриминационное предложение. Друзья, Но оно может понравиться Зеленскому. конечно, понравится. Ему вообще всякая история нравится. Тут форсится, ну или там распространяется очень быстро. Фрагмент. Мосейчук взяла интервью у Зеленской и спрашивает: Зеленская, а как вот ты реагируешь, когда твоего мужа называют клоуном? Ну, там понятно, что там мялось в том плане, что клоун это, конечно, понятно, неприятно, но это профессия, это очень тяжелый труд. Он комик, он не клоун, но он тоже в тяжелом труде. И зачем обижать клоунов, они же как бы работают. Как-то вот так ответила Елена Зеленская. Слушайте, я сразу вспомнил книгу «Джокер». Ну, сейчас он уже переквалифицировался из комика в стендапер. Поэтому все течет, все меняется. Так, друзья, перейдем к вашим вопросам. Сейчас давайте из сообщества, закрытого сообщества в Телеграм-канале, потом сообщество YouTube и с чатом обязательно поработаем, так сказать. Поехали. Алекс, добрый вечер. Александр Константин, вопрос гостю. Все гости Александра уверены, что Украине необходим выход из антипроекта, но не знают как. Только общие фразы. Вы можете назвать конкретные меры по пути по выходу из антипроекта, не сорвавшись в горнило гражданской войны? К сожалению, гражданская война является очень и очень нежелательным, но вполне реалистичным сценарием. Вот, и поэтому надо думать, как ее не допустить. Это первое. Второй момент. Проект «Анти-Россия». Он же был создан не непосредственно в Украине, он же не был потребностью украинского народа. Это навязано извне проект. Поэтому до тех пор, пока не придут к власти те, кто не будут слушать заказчиков этого проекта, вот, до тех пор, очевидно, этот проект будет достаточно востребованный. И завтра уйдет Зеленский, придет Свириденко или Залужный и так далее, но проект будет продолжаться. Сергей, Константин Петрович, как вы видите Украину в 30-м году? Ваш прогноз как историка с прицелом в будущее. Я ее вижу, но вопрос в том, что в каких границах, я пока не берусь сказать. Вот, и какие еще потрясения Украине придется пережить за это время. Боюсь, что то, что мы переживаем сегодня, это не последнее потрясение в ближайшие десятилетия.
Андрей спрашивает, вопрос Бондаренко. Порошенко открыл ящик Пандоры, нарушив Будапештский меморандум, внеся в общем, НАТО в нейтральный статус. Так вот, и выход для Зеленского — перевести всю вину за войну на Порошенко, посадить его, по тем самым снять с себя бремя палача Украины. Как вы считаете? И еще вопрос. Как хваленая западная демократия умудряется плодить таких лидеров, как Саркози? Прийти к власти на лжи и подставах других Путина давно бы уже съели за это. Но Саркози умудрился пойти на второй срок, да вот только не президентский. Путин не является элементом той системы, которая была создана на Западе, а Саркози является. То есть Саркози изначально, когда шел на определенные действия с Каддафи и так далее, он чудесно понимал правила игры и теперь за них расплачивается. Это первый момент. Второй момент, все-таки уровень субъектности России на порядок выше, чем уровень субъектности Франции в нынешних условиях. Вот, особенно после того, как Франция, не в последнюю очередь благодаря Саркози и прочим президентам, а также Оланду, Макрону и прочим, потеряла свое влияние в Африке, на Ближнем Востоке, в бассейне Индийского океана. Вот, ну, сейчас, соответственно, эти правила игры дают о себе знать. И Саркози просто стал заложником этих правил. Это не принципы хваленные, это не принципы, не европейские принципы. Это попросту элитарные игры, в которых он проиграл. Вот. А что касается, там первая часть. Да, что касается первого вопроса, на Порошенко спихнуть всю вину и сказать... Что касается Порошенко, смотрите, Порошенко же он не просто выступил и сказал, что все, мы идем в НАТО. Кстати, это не является элементом нарушения Будапештского меморандума. Будапештский меморандум касался в первую очередь именно гарантий относительно ядерной безопасности Украины в случае передачи Украиной ядерных боеголовок Российской Федерации. То есть в 1994 году. А именно внеблоковый статус и не вступление в НАТО – это часть декларации о государственном суверенитете Украинской Советской Социалистической Республики 16 июля 1990 года. Ну так не, ну тут же подождите. Там, стойте, там простая же цепочка. Да. С кем подписывали? С Украиной. С какой? Да. Вот этой. А это Украина. Нет, так вот, я понимаю, я поэтому и говорю, что вот это уже следствие. Будапештский меморандум – это уже следствие фактически. Изначально было заложено это в декларации о государственном суверенитете. Так вот, Порошенко, он же что сделал? Он включил членство в НАТО и в Евросоюзе, европейскую и евроатлантическую интеграцию в Конституцию Украины. И теперь не просто посадить Порошенко, а теперь необходимо опротестовать вот это включение. Для этого необходимо, чтобы либо работал Конституционный суд, этого Зеленскому абсолютно не надо, вот, он у него не работает, и хорошо для него, вот. Либо же поднять вопрос на двух сессиях Верховной Рады. Причем на первой сессии получить простое большинство, а на второй сессии через полгода получить конституционное большинство, что в принципе тоже сегодня мало реально. Поэтому Зеленский получил это от президента Порошенко в наследство и решил, что чем это плохо для него. Угу. Так, следующие вопросы сообщества YouTube. Поехали. Режим Блиц. Вопросов очень много. Друзья, все, может, не войдут, но тем не менее, очень будем стараться. Теодоровна, вопрос. Если президентом станет Залужный и расставит своих людей по военным администрациям, то не станет ли это похоже на режим черных полковников в Греции? Ну, если он станет президентом, у него будет такое большое количество обязательств перед разного рода политиками, которые его будут поддерживать, и что я думаю, что там как раз, собственно, военных, которых он будет расставлять, будет раз-два и обчелся. Там появятся такие персонажи, там, его кумовья, вот, житомирская мафия целая, там, значит, вот, которая там на янтаре взрощенная, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все они придут. Я не исключаю, что там будут определенные договоренности с Порошенко. Порошенко премьер, а Залужный президент. Но это все абсолютно на сегодняшний день является догадками, потому что Залужный пока что член команды Зеленского.
Залужный работает исключительно по директивам, которые он получает из Министерства иностранных дел и Офиса президента. Залужный своей должностью посла связан по рукам и ногам. До тех пор, пока он посол, он выполняет волю Зеленского. И не может действовать там, шаг вправо, шаг влево самостоятельно. Так, следующий вопрос. Скажите, Константин, верите, что Путин полетит в Европу на встречу с Трампом? Максимум Путин пригласит его в Сочи. Спасибо, всем добра. Нет, я верю, что он полетит, визит готовится, и абсолютно, я думаю, что это будет еще одним, плюс ко всему, показателем того, что Международный уголовный суд не действует, что это пустышка. Вот, и плюс ко всему, я думаю, что в этом очень будут заинтересованы и Трамп, и Путин, вот, поскольку они окажут очень серьезную услугу Виктору Орбану. Не забываем, что весной в Венгрии парламентские выборы, а там в спину Орбану очень серьезно дышит ставленник глобалистов Петер Магер. Следующий вопрос. Хочу оценку ситуации, которая происходит сегодня через призму истории. Давайте объективно. Какие бы ни были предпосылки к СВО в Украине, по факту Россия агрессор. С точки зрения истории есть определенный урок. Когда в России приходит агрессивный правитель, в долгой перспективе, спустя через годы, он оказывается в народе жестким диктатором, который по итогу не смог. Это исторический факт. Просто на моей памяти в основном в новой истории нет такого правителя в России, который после агрессии против какой-либо страны мог бы долго держать свой режим. Все заканчивается поражением, так или иначе. Николай II, Ленин, Сталин, Горбачев. Вопрос, как закончит Путин? Дело в том, что роль того или иного человека, той или иной личности в истории, того или иного правителя, оценивается в зависимости от конъюнктуры, которая складывается в том или ином государстве. Ленина, Сталина, Горбачева и прочих оценивали либо либералы, либо консерваторы. Консерваторы обычно достаточно благосклонны к тем или иным личностям с жесткой рукой и со склонностью к экспансии. Вот, либералы считают их исчадием ада. Если в России к власти придут действительно такие вот демолибералы, вот, ставленники глобалистов и так далее, они, естественно же, будут оценивать тех или иных личностей с точки зрения своих убеждений, своих задач, которые перед ними будут стоять. Так, тут, смотрите, в чате пишут, во-первых, спасибо Людмиле, она написала, что Терехов открестился от детского садика, сказал, частный садик, 48 детей там ходит туда, сколько было, там не сказал в этот момент, но говорит, что не было разрешения от горсовета, то есть никаким, мы ни при чем. Я когда говорю про Терехова, я скажу сразу, что я, кстати, вот с Тереховым я не знаком, вот никогда не был знаком. Я был неплохо знаком с Геннадием Адольфовичем Кернесом, когда, покойным, царство ему небесное, так что это да. Но что касается Терехова, никогда не был знаком, я просто знаю по отзывам харьковчан, что человек просто занимается вот хозяйством. Вот его именно так характеризуют. Не лезет в политику, хозяйственник, и вот занимается все-таки даже в этих сложных условиях, занимается благоустройством. Поэтому я и так похвалил его. Так. У меня очень много друзей харьковчан, которые могут положительно относиться. Так, Вот. следующий вопрос. Да, спасибо вам большое за это. И тут пишут многие, говорят, третий пункт Будапештского меморандума, Смотрите, третий пункт. Стороны подтверждают свое обязательство. Это, кстати, очень важный пункт. Да. Стороны подтверждают свое обязательство воздерживаться от экономического принуждения, направленного на подчинение собственным интересам осуществления Украиной прав, присущих ее суверенитету получения каких-либо выгод. Да. Закручено, но если попросту, через ни рублем, ни силой Украину не имеют права принуждать. Кто под этим подписался? Кто? США, Великобритания, Россия, да. Да, нет, так в том-то и дело. Поэтому я и говорю, что реально основы украинского суверенитета и основы украинского нейтралитета, вот, это не Будапештский меморандум. Основа – это все-таки декларация. Все остальные документы – это уже производные.
Здравствуйте, Мирослав пишет. Как вы можете объяснить феномен покорности и пассивности украинского народа в отношении к ним властей? Ведь нет больше таких, которые на протяжении 34 лет все так же не научились не доверять властям, и вместо того, чтобы хоть немного попробовать улучшить порядок дома, мечут камнями в других и не видят бревна в глазу. Объясните, пожалуйста, этот феномен. Это феномен, потому что это уже 34 года. Спасибо большое. Смотрите, дело в том, что украинцы не индивидуалисты, в принципе, это исторически сложилось, и я это пишу, сам процесс, почему так это формировалось. Таких индивидуалистов есть достаточно много, которые не любят свою власть, которые сотнями лет не любят, но при этом они избирают эту власть, они просто рассматривают эту власть как таких себе козлов отпущения. Вот, да, есть такое. Вот. Но что касается как раз Украины, ну, смотрите, Украина же не всегда страдала, украинцы же не все 34 года страдали под игом собственной власти. Был период достаточно активного экономического развития, когда люди начали достаточно неплохо и зарабатывать, и жить, и какие-то выстраивать планы, и социология даже показывала, что люди уже начали как-то будущее свое, своих детей соотносить с будущим страны. То, что происходит после 2014 года, ну, понятное дело, это уже темные времена, которые найдут свое отражение в украинской истории именно как темные времена. Дай бог, чтобы они поскорее закончились. Николай, добрый вечер. Константин Петрович, вы думаете, Россия согласится на то, чтобы в Украине была армия? Армия точно будет. Тут вопрос ее размеров, этой армии. Это предмет договоренности дополнительно. Константин Петрович, а представим невероятное. Президентом Украины вновь становится Янукович. Возможно ли это и какие последствия? Толя спрашивает. Я думаю, что Виктор Федорович уже давным-давно забыл про такую перспективу, и вряд ли он будет сейчас на это нацелен. Виктор Янукович растерял и свой электорат, по большому счету, и свою команду. Вот, очень много обиженных на него, очень много тех, которые считают, что он их подставил в 2014 году, особенно избиратели. Они ждали от него жестких действий. Они ждали от него жестких действий в 2014 году, они ему верили. Я напомню, что в феврале 2014 года рейтинг Януковича, который не придворные социологи там писали, а которому апеллировали его оппоненты, составлял 27-28%. Вот. Это больше, чем четверть граждан готовы были проголосовать за Януковича. Это был самый высокий рейтинг. Ни у кого из лидеров Майдана не было такого рейтинга. Вот. И Янукович в этой ситуации, он попросту, вместо того, чтобы продемонстрировать железную руку, он попросту продемонстрировал полную слабость. Так, продолжаем. Значит, вопрос. Украинская нация сформировалась в 20 веке, но у нее должна быть история. Олег, Игорь, Владимир были русскими или украинцами? Это не русские, не украинцы. Вообще вопрос именно национальностей, вот, вопрос национального самосознания, это вопрос из новейшей истории, из новой истории. Это вопрос после Великой Французской революции только начинается именно этническое самосознание, не этническое, а национальное самосознание. Вот. Они были представителями Руси, но никто из них не считал себя ни представителем России. Кстати, Россия, именно Россия. Ну, тут вопрос, тут я неправильно прочитал, русами они считались. Русами, да, это были русы. Игорь, Владимир, да. Конечно, но поскольку, у нас как история, в принципе, пишется, если на территории какого-то из нынешних государств, вот, международно признанной территории, вот, происходили какие-то события, вот, их относят к истории этой страны. Извините, пожалуйста, но на территории Украины была стоянка Лука Райковецкая, вот, которая насчитывает 1 000 000 лет. Гоминиды какие-то ходили там, вот, значит, и там какие-то ручные рубила ставили. Угу. Вот. Но нельзя же считать, что эти гоминиды были украинцы. Почему? Можно. И появилось львовское пиво.
Да. Да. Алексей, добрый вечер. Алексей, Александр и Константин Петрович. Вопрос. Не кажется вам, что если запустить процедуру изменения Конституции Украины и убрать НАТО, что было на переговорах еще 3 марта 22 в Беларуси, то все и закончится, потому что не нужна России условная Жмеренко. Спасибо. Нет, понятное дело, что России не нужна условная Жмеренко, не нужен условный Крыжополь, не нужен Львов или там не нужен Стрый. Вот, понятное дело. Но что касается России, понятно, что Россия сейчас выставляет территориальные требования. Вот, и она не откажется от этих территориальных требований, даже исходя из того, что она уже включила эти территории в состав Конституции. А согласно изменениям Конституции России, которые вступили в силу в 2020 году, президент Российской Федерации и вообще любое должностное лицо в Российской Федерации не имеет права вести переговоры об отчуждении тех или иных конституционных территорий. Поэтому этот аргумент будет действовать постоянно. Россия будет заходить в клинч в переговорах, но будет говорить о том, что вот наша Конституция, мы будем от нее отталкиваться. То, что Зеленский говорит сейчас, что а если мы включим там, пару областей в состав своей Конституции, ну извините, пожалуйста, в такой ситуации действует уже право сильных. Вот. Если Украина не может, например, предъявить там какие-то физические претензии на ту или иную территорию, то никто не будет рассматривать всерьез подобного рода. Вот. А что касается требований России, они комплексные. В том числе не вступление Украины в НАТО. Петр, Константин Петрович, ну, не о встрече же был созвон Путина с Трампом на 2 часа. Встреча идет как итог каких-то договоренностей. Значит, о чем-то таки договорились, но после встречи с Зеленским у Трампа пошло что-то не так. Что могло быть причиной? Нет, на самом деле, обычно президенты, когда созваниваются, когда главы государств созваниваются, они обсуждают круг вопросов, которые будут рассмотрены. Дальше все передается на наиболее низкий уровень для согласования тех или иных шагов. И на этом более низком этапе могут проявляться детали или некие новые предложения, которые не озвучены были в ходе той беседы, и поэтому берется тайм-аут для согласования позиций, для выработки определенных директив и соответствующих документов, которые лягут в основу уже общих договоренностей. Вот. Насколько мне известно, после созвона появились определенные предложения российской стороны. Насколько я могу этому верить, эта информация неофициальная. Российская сторона сделала определенные предложения, которые касались даже не Украины, а совместной позиции по Ближнему Востоку. Именно это стало причиной того, что был взят тайм-аут для того, чтобы рассмотреть эти вопросы и дальше, соответственно, подвинуть время встречи, сделать ее более конструктивной. Трамп не случайно сказал, что нам не нужна встреча ради встречи, нам нужна результативная встреча. Виталий, вопрос. Можно ли предположить, что остановка войны этой зимой будет зависеть исключительно от того, как низко упадет температура? Да нет, я думаю, что это как раз будет меньше всего волновать тех, кто будет сидеть в тепле и отдавать приказы. Андрей спрашивает, спасибо, Константин Александр, за стрим, и какое развитие событий вам видится наиболее вероятным в плане окончания войны? Все-таки договоренности Вашингтона и Москвы, глобальные договоренности, и второе – это давление Вашингтона на европейских партнеров Украины, с тем, чтобы потом, соответственно, был выработан определенный подход к единое давление на Зеленского. Зеленский пока что пользуется тем, что одна позиция существует у Вашингтона, вторая у европейцев. Вот. И он между этим пытается балансировать. Он пытается сейчас как бы вот так лавировать между этим. Если будет выработана общая позиция, тогда у Зеленского некуда будет деться. Людмила, Константин, Рютте повезет Трампу план мира, составленный Европой и Украиной. Скажите, поскольку Рютте представляет НАТО, а США входят в НАТО, то зачем этот план отдельно согласовывать с США? Это остановит войну? Спасибо. Дело в том, что уже давно, практически год уже НАТО работает в режиме НАТО+. То есть европейские страны и Канада плюс Соединенные Штаты. Соединенные Штаты стоят особняком. Соединенные Штаты говорят, вы платите сами за себя, покупайте у нас оружие. И более того, Соединенные Штаты сегодня превратились в главную угрозу для НАТО.
Вот, потому что именно Соединенные Штаты единственное государство, которое имеет территориальные претензии, озвучивать территориальные претензии к государствам, членам НАТО, к Канаде и к Дании. Вот я имею в виду Ирландия, Канада. Вот, то есть в этой ситуации как раз Рютте как раз такой себе посыльный между двумя частями НАТО. Недаром сейчас во многих европейских документах пишут «европейская часть НАТО». Не НАТО, а европейская часть НАТО начинает писать это момент. Ну и плюс ко всему, все-таки Трамп воюет с глобалистами, а сегодняшняя Европа – это оплот глобализма. Кость Петрович, скажите, как историк, откуда пошла кричалка «Слава Украине, героям слава»? Я читал интервью польского историка, и у него спросили тот же вопрос. Отвечает, что это приветствие пошло от нацистской «Хай Гитлер, Зиг Хайль». Это правда? Александр Константин Петрович, добра вам, всего самого лучшего. Кирилл, Торецк, Донецкая область. Апрель 1941 года, второй чрезвычайный съезд, сбор Организации украинских националистов, бандеровская часть, это после раскола уже, он в Кракове приняли это как официальное партийное приветствие. Слава Украине, героям слава. До этого первый великий сбор украинских националистов в 1929 году принял другое приветствие. Слава Украине, вождю слава. Слава Украине, вождями слава. Вот. Но поскольку вождем был в то время Андрей Мельник, враг, оппонент Бандеры, было принято решение видоизменить. Слава Украине, героям слава, начали так это приветствие начали использовать именно бандеровцы. Ну, то есть, не в Гитлере дело. На самом деле нет. На самом деле это было абсолютно традиционное приветствие вот такого вот именно слава, 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 хайль и так далее для многих тоталитарных режимов, на которые ориентировалась и Организация украинских националистов, которая тоже была одним из тоталитарных движений в междувоенной Европе. Добрый вечер. Рек Саш, пользователь, спрашивает. Недавно прочитал, что князья Древней Руси, например, Ярослав Мудрый, Иван III, не называли себя Рюриковичами, как в династии Романовых. Это правда? Спасибо за ответ. На самом деле, действительно, это уже примерно в XVI веке вот начали именно апеллировать к Рюрику и так далее. То есть, да, они себя называли Иван Васильевич, вот, Ярослав Владимирович и так далее. Так вот, либо же просто Ярослав, либо просто Иван. Вот, то есть это Рюриковичами их уже начали историки называть. Ну, во-первых, скажем так, примерно 16 века надо было продемонстрировать вот эту древность и обосновать права тех или иных аристократов. Вот это достаточно активно использовалось. Более того, многие выводили себя даже не от Рюрика, считали, что они еще дальше, они от Октавиана Августа, там кто-то себя выводил, кто-то еще древнее. А уже позже начали для большего удобства историки уже использовать вот эта династия Рюриковичей, династия Гедеминовичей и прочее. Да, ну пришли опровержения, что ничего не горит в Словакии. Возможно, там в Братиславе поджигали этот фитиль, там он регулярно горит. Ну, тот, который нефтеперерабатывающий завод подсоединен к дружбе. И, может, поджигали это как бы так на камеру сняли, что кажется, что ой, что-то взорвалось, но вроде как все спокойно передают со Словакии нам. Но, тем не менее, интересно, подразогнали. Значит, здравствуйте, Александр Константин. Мне вот пришла такая мысль. Зеленский хочет сначала прекращения огня, а потом переговоры, потому что за время перерыва на фронте военные чуть расслабятся и расхолаживаться. И это ему на руку, чтобы фронт наш пал. Потом он скажет, ну я же не виноват, такая сложилась ситуация, ведь ему не хватит смелости выйти к народу и сказать, мол, надо заканчивать, так как неравные силы, а так он вроде как ни при чем. Спасибо. Даже если силы были бы равными, неравными, превосходящими стократно, вот, я повторюсь, Зеленский является представителем партии войны. И в его интересах, чтобы война продолжалась. Да, понятное дело, что в его интересах, чтобы была передышка, именно передышка, не полный мир, а именно перемирие. Но, опять же, на это не пойдет сейчас Россия.
Мгм. Лина Востроилова, «Трезубец» — это 3 части. Одна уже отделилась, ждем еще 2. До сих пор историки не знают, что такое трезубец. Это тамга, в принципе, это некий знак, знаки, которые, в принципе, использовались тем или иным властителем. В данной ситуации за основу украинского герба взяли трезубец, который использовал князь Владимир Великий, Владимир Святославович. Но у его сыновей, у его отца и так далее были двузубцы, трезубцы, четырезубцы, там, с крестом, без креста и так далее. То есть очень разные. Считайте, что это была подпись Владимира. Ну да. Вопрос от Сергея. Можно ли провести, это чат трансляции, переходим сюда, можно ли провести параллель, что положение и статус украинцев в рамках государства Речь Посполитая был таким же, каким может быть в рамках Европейского Союза? Бесправие и убогое. Ну, смотрите, опять же, украинцы – это как раз достаточно широкое понимание, потому что украинцев тогда не было как таковых. Вот. И, соответственно, тогда бесправными чувствовали себя, и то на определенном этапе, уже в 17 веке, православные. Вот. Православные, католики, только православный переходил в католическую веру, а тогда, кстати, переходили в католичество, потом обратно из католичества в православие и так далее. То есть это был процесс достаточно гибкий. Вот как только переходили в православие, из православия в католицизм, люди получали дополнительные права. Поэтому там нельзя было говорить именно о гнете относительно украинского народа, потому что, ну, извините, Богдан Хмельницкий не знал, что он украинец. Да. Это были совершенно другие процессы, и их сейчас сопоставлять невозможно. Национальные процессы с конфессиональными и религиозными. Следующий вопрос. Александр Леонов. Константин, может, объявление саммита Будапеште – это провокация с целью публичного показа реакции Европы о мире в Украине и переписи идиотов Европы? Польша готова сбивать самолет и газопровод. Нет, Польша пока еще дискутирует, что она будет делать. Ну и, в принципе, через территорию Польши вроде бы никто не собирался лететь. А что касается переписи, ну так все и так чудесно знают, у кого какие интеллектуальные способности. Вот. Дурь каждого уже давно явственна. Александр, спроси Бондаренко, до Нового года прекратится война, и когда, по Сомневаюсь, но его очень мнению, хотелось бы. сбежит Зеленский? Очень сомневаюсь, но очень бы этого хотелось. И первого, и второго? И первого, и второго. Так, пользовательница Малина. Так все-таки Владимир Рюрикович или нет? Конечно, Рюрикович. Не, серьезно. Нет, ну смотрите, ну есть же эта версия о том, что Владимир не имел никакого отношения к Рюриковичу, что на самом деле он не является, ну, знаете, что сейчас особенно в Украине есть особая такая часть, я их считаю псевдоисториками, которые считают, что Владимир вообще был евреем. Поэтому, да, есть и такая версия. Рассказываю, значит, рассказываю, что Во всех смыслах. так что почему Владимир уничтожил родную веру, вот Дашбога и всех прочих Велеса, Тамперуна, вот почему он их уничтожил? Потому что он был евреем, вот его мама была Малуша, вот, соответственно, а дочь там древлянского раввина, вот так считают такие историки. Я сразу же так, минутка, чтобы улыбнуться. Вот. Откуда они это берут? Потому что Рогнеда, когда к ней посватался, полоцкая княжна Рогнеда, когда к ней посватался, Владимир сказала: не хочу разуть рабичича. Обычно это переводят сына раба, рабыни, сына рабыни. А они говорят: не хочу разуть сына раввина, говорят. Вот, поэтому вот, и вот это, я знаю минимум 5 книг, в которых эта версия сегодня обосновывается. Вот. И многие в это верят, кстати. Вот. Так что, извините, пожалуйста, а некоторые даже преподают это студентам в университете. О, боже. Так, на лекциях.
Да. К вопросу о мракобесии. Так, значит, э, американцы боятся возвращения идеологии в России? Оксана Бондаренко спрашивает. Нет, они не боятся, они просто относятся как-то к идеологии достаточно с предубеждением. У американцев, у которых давно уже нет идеологии, они считают, что доллар намного сильнее, и никакая идеология перед долларом не устоит. Прикалывается над нами Шелест Рюрикович, а Кость Гедеминович. Да, вот именно. Ой, Рюрикович и Гедеминович. это да. Значит, вопрос, Константин, когда вторая книга «Джокер» ждать примерно? Спасибо за Уже вопрос. вышло, уже не второе, второе издание вышло уже в Германии, отпечатано в Латвии, побывало уже на выставке во Франкфурте на Майне, вот, получила, скажем так, несколько предложений относительно издания на других иностранных языках. Так что ждем уже, то есть она уже есть, она уже физически есть. У меня в Значит, телеграм-канале там даже закреп есть, где там кому обращаться. да, перейдите, подпишитесь, узнайте. Второе издание дополненное уже есть. Вопрос. Война в Украине от Ивана. Вопрос. Это дележка мира между Америкой и Англией? Скажем так, не совсем. Не совсем, просто влияние Британии и Соединенных Штатов на ход войны и на начало войны был своеобразный. Они не делились, они просто соревновались, кто из них будет более эффективным в этой войне, в противостоянии с Россией руками Украины. Ирина, добрый вечер. Уважаемый Константин, скажите, пожалуйста, почему все так долбят масонов? Я слушала лекции Мэнли Палмер Холла, масон 33 градуса. Там сплошное человеколюбие и надежда на идеальное будущее. Потому что это структура, которая выбивается из привычной иерархии, которая была создана вплоть до нового времени. Ну и, соответственно, это первый момент. Второй момент, как любое закрытое общество, оно не тайное, оно закрытое, масоны, это как раз возникает большое количество вопросов по поводу того, а что они, чем они там занимаются, почему они закрыты. Третий момент – это то, что они находились в конфликте с церковью, особенно с католической церковью, в конфликте с католической церковью, и изначально это движение носило антикатолический характер в значительной степени. И четвертый момент – это то, что масоны дают присягу, которая многими воспринимается как альтернатива тем присягам, которые даются государству, вот, военными, государственными служащими и так далее. Значит, вопрос от Видмана. Верите ли вы в гражданскую войну в США, Константин Петрович? Ну, вы знаете, никто не застрахован, но пока что я не вижу этой гражданской войны, предпосылок. Я вижу пока что попытки воздействия на правительство со стороны улицы, вот, которая поддерживается, эта улица поддерживается как раз разного рода представителями демократической партии, разного рода теми, кто находится в оппозиции к Трампу. Но пока что здесь идет работа не столько на эффективность, сколько на эффект, на картинку. 7 миллионов человек, которые вышли на улицы в американских городах, да, это эффектно, вот, но в то же время это вряд ли эффективно с точки зрения давления на Трампа. Да, друзья, значит, в общем, завершу я, наверное, вот этим, да, сообщением, потому что оно хорошее и доброе. Спасибо за отличный стрим, Александр и Константин. Приятно было провести этот вечер в вашей теплой компании. Константин Петрович, тоже было очень приятно. Спасибо за время и мысли. Спасибо, это тоже очень взаимно. Друзья, берегите себя, всем добра и света, увидимся